Уважаемые коллеги, дорогие друзья, очень приятно быть здесь и принять участие в работе съезда Союза машиностроителей России. Это одно из крупнейших отраслевых объединений страны. В его составе такие ведущие системно значимые компании, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, АвтоВАЗ, а также многие другие предприятия, где трудятся многочисленные коллективы специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно. И услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой. Конечно, вот Сергей Юрьевич сейчас сказал о том, что у нас много вопросов и проблем, сложных вопросов, которые нужно вместе решать. Но сейчас все-таки 10-й съезд юбилейный. Не буду о грустном, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег и об укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. В материале я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021, в 2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. А если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года. О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которые мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительством, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются и весьма успешно. При этом, вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы.
Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да, и сферы услуг, о которой я тоже уже упомянул. При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил. Напомню, что на прошлом Петербургском экономическом форуме были обозначены некоторые принципы, на которых мы будем укреплять наш суверенитет в сфере обороны и безопасности. В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций, для чего нужно постоянно анализировать не только наш собственный, но, разумеется, и лучший зарубежный опыт. Еще один ключевой принцип – это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства. Но это изначальная проблема. Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся, но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решения, и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию, люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя, нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать, находить и помогать. Хочу отдельно поблагодарить отечественные предприятия, Союз машиностроителей, сейчас Сергей Викторович тоже об этом сказал, за гуманитарную поддержку наших бойцов, а также за помощь гражданам в приграничных регионах, которые оказались в сложной ситуации. Такое действенное, активное участие в судьбе людей, регионов и страны в целом заслуживает огромного уважения, поощрения и внимания. И еще. В рамках Союза машиностроителей действует более 30 профильных структур с участием руководителей предприятий, представителей органов власти, научного, финансового сообщества и отраслевых специалистов. Их предложения, рекомендации востребованы в проработке стратегических вопросов развития нашей промышленности, включая совершенствование нормативной базы, технологическое перевооружение предприятий, их поддержку в условиях внешнего давления и санкций, а также, безусловно, кадровое обеспечение. Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию,
выявления талантов, обучения, сопровождения и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны, делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее. Позвольте мне пожелать вам всего самого доброго. Я знаю, еще раз хочу это отметить, знаю, через какие сложности вам приходится проходить, и знаю, что вы с этим справляетесь. Справляетесь благодаря своему организационному таланту, настроенности, нацеленности на конечный результат, и у вас это получается. Спасибо и всего самого доброго. Успехов в вашей работе.